«Аватар. Последний маг воздуха», да еще и лайв-экшн сериал. Не ожидал, что получится именно так, но для начала я веду вас в курс дела и напомню некоторые моменты из мультсериала. Апа, хип-хип! В свое время «Аватар. Легенда об Аанге», или в некоторых странах его называли как «Аватар. Последний маг воздуха», произвел фурор в плане повествования, анимации и обширного продуманного мира. Да, нас всех сожрет страшный дух. Мир был основан на 4 элементах – вода, земля, огонь и воздух. К ним же создатели отнесли как и времена года, так и характерные каждому китайские боевые искусства. Бакуджан для магии воздуха, Хунгар для магии земли, Северный Шаолинь для магии огня и Тайцзи для магии воды. Сдавайтесь! Нас 5, а вас 2. Вы в меньшинстве. В мультсериале мы видим, что каждое боевое искусство очень подходит к каждой стихии и отлично характеризует каждый элемент. Я все это к тому, что создатели Майкл Дантон Ди Мартин и Брайан Коньецко отнеслись к своему детищу со всей душой и трепетом. Им хотелось рассказать добрую историю в новом сеттинге, да так, чтобы трогало детей и взрослых. Чтобы мультсериал можно было пересматривать так же, как и «Властелин колец» или «Гарри Поттера». Однако первостепенной задачей было рассказать про боевые искусства, а в дальнейшем они уже накидывали все остальное, как глину на основу, меняя и дополняя созданный ими мир. Сюжет также круто обыгран, основываясь на восточных культурах. В индуизме аватар является богом, появляющийся именно тогда, когда в мире нужно наладить равновесие надвигающегося зла. Также в тибетском буддизме есть тест на выявление нового тулку-ламы. Перед ребенком выкладываются игрушки предыдущих лам, складываются в кучу, а ребенок должен выбрать именно те, которые принадлежали предыдущим ламам. Тем самым он показывает то, что узнает свои старые вещи. То же самое было показано в мультсериале, когда Аанг был ребенком. Они мне просто понравились. Ты выбрал их, потому что они тебе знакомы. И это всего лишь малая часть того, что показано в мульте. Завязка заключается в том, что за меня лучше всего это сделает Катара. Прошло 100 лет, и мы с братом нашли нового аватара в маге воздуха по имени Аанг. На протяжении 3 книг, другими словами 3 сезонов, мы будем наблюдать за приключениями Аанга и его друзей, которые облетят весь мир и познают любовь, предательство, детскую радость, чувство вины, пройдут обучение и повзрослеют. Я помогу тебе ее преодолеть, но только если ты готов. Я готов. Весь этот букет эмоций будет переполнять нас, и впоследствии посмотрим, станет ли Аанг примерным аватаром или нет. После легенды об Аанге Свет увидел продолжение в виде легенды о Корре, следующем аватаре из царства воды. О нем рассказывать пока рано, мы остановимся только на маге воздуха. Я много лет готовился к этой встрече. Тренировался, медитировал, а ты еще ребенок. А ты еще подросток? Который смог обрести огромную любовь зрителей и критиков. Огромное количество мерчендайза, комиксов, книг и видеоигр. Ну и, конечно же, наград за выдающийся вклад в анимацию. Меня также не смог обойти стороной этот великий мультсериал. Когда я был маленьким, еще смотрел его по телевизору на телеканале Nickelodeon. Сначала первую книгу транслировали и много раз повторяли из раза в раз. Уже до дыр знал все сюжетные повороты. Вторую и третью книгу ты уже ждал каждый вечер, чтобы узнать, как закончится мультфильм. Хотя всем сердцем не хотелось, чтобы он заканчивался. Также большой отпечаток в сердечке оставила и музыка из мульта. Наверняка я не один такой, который может сейчас включить и послушать с удовольствием, например, боевые нотки Агни Кай. Или спокойную рок-цунаги. Или романтическую любовь Аватара.
и чересчур печальную песню дяди Айра «Листья лозы». Юный солдат идет домой. Не знаю, как у вас, а у меня эти 30 секунд до сих пор вызывают слезы. Ну, а смог ли повторить успех новый лайф-экшн сериал, мы сейчас и узнаем. Аватар. Легенда об Аанге. Ты можешь помочь продвижению канала своей подпиской, комментарием, лайком. Также у меня есть телеграм-канал, там выходят различные новости из мира развлечений, про игры, сериалы, фильмы и так далее. Там интересно, круто. Ну, также я рассказываю там и про свои какие-то проекты, которые в данный момент будут выходить. Переходи, подписывайся, буду очень рад. Спасибо. Когда я узнал, что будет выходить лайф-экшн сериал, отнесся к этому скептически. То я был рад, то как-то у меня вызывались некоторые подозрения по поводу всего этого. Создатели оригинального мультсериала вообще ушли, точнее, они не смогли договориться, поэтому и покинули проект. Вслед за ними покинул проект и создатель оригинального саундтрека. Сейчас мы никак не узнаем, что было бы, если бы они остались. Ну, что есть, то есть. Начну я с самого главного, с атмосферы. Смогли ли они ее передать в лайв-экшене? На мой взгляд, они справились на отлично. Костюмы просто топ. Попадание по всем фронтам. Огромное спасибо художнику по костюмам, кто не стал изобретать велосипед и придумывать новые образы, когда все и так было окей. Хвостун. Я видом наслаждался. Дальше у нас города и локации, в которые попадают наши герои. А Машу, например, какой-то очень странный с внешней стороны, да и внутри он сильно стал меньше. Сразу видно низкий бюджет у картины, либо отсутствие навыков создать большую площадь покрытия эффектами. Вот и брат жены бы подтвердил, но он не мой. С самого рождения. Однако есть здесь и хорошая графика, например, в Северном царстве воды, где вид повторили один в один. Вот еще один момент, к которому я хочу прикопаться, что ко всем проектам Netflix почему-то не могут прикрутить нормальную цветокоррекцию, и многое получается уж очень серым и невзрачным. Еще один момент, который меня начал коробить, так это смешивание сюжетов из разных серий в одну, тем самым меняя оригинальный сюжет, который я помню. Окей, я смирился вначале с тем, что нам показали все с самого начала, нежели в мульте, где это было показано флешбеком. Но когда они начали совмещать 3 серии в одну, мне было непонятно, кто, как, почему здесь это вообще так, в мультсериале все было иначе. Я сейчас говорю именно про серию Вамашу, где появился механист, который изобрел воздушные шары, Джет, ветка которого происходила в лесу на высоких кронах деревьев, и Буми, царя Амашу. Меня жестко триггерило от такого подхода. Однако, все же позже я смирился. А как ты до сих пор жив? Диета, здоровый образ жизни и везение. А может, наоборот, не везение. Конечно, попробуйте сами запихнуть 20 серий мульта в 8-часовых эпизодов. Это тоже нужно уметь, да так, чтобы еще и сюжет не посыпался. Да и взяли они довольно важные и интересные эпизоды. В особенности самые крутые — это 1, 2 и последняя серия. Кажется, я осваиваюсь. Учись обращать силу противника против него. В них плюс-минус был канон. Опять же, если вы никогда не смотрели «Аватара», для вас должно быть все окей. Возможно, именно поэтому мне больше нравятся анимационные работы, но здесь очень много диалогов и почти нету действий. Возможно, это снова связано с низким бюджетом, только это не оправдание. Есть много проектов, которые стоят дешево, но выглядят потрясно. Рассказывать какую-то сюжетную ветку просто словами в диалогах, когда намного интереснее было бы это все показать, а не рассказывать. Но все изменилось, когда напал народ огня. Только Аватар, мастер всех 4 стихий, мог их остановить.
В общем, я ставлю минус за слишком большое количество болтовни. Если мы вспомним мультсериал, то обратим внимание на то, что там был сделан акцент на аниме-стилистику и всему сопутствующему. Сериал же стал более драматичным и серьезным, что точно не пошло ему на пользу. Тебе потребуется такт и сочувствие, но самое главное, у тебя должен быть клейкий рис. Однако нельзя сказать, что команда не старалась создать нечто крутое. Это можно понять по подготовке к съемкам. Они всего лишь дети, не профессиональные актеры с большим опытом за плечами, но даже у них получилось сделать то, что многие профессиональные актеры не могут или отказываются. Больше всего рад за Гордона Кормьера, который играет Анга. Ему всего 14 лет, но он не уступает по ловкости своим коллегам по съемкам. Как раз об актерском составе. Большинство из актеров прям идеально попали в свои роли. Анг идеален. Правда, играет немного неубедительно, но ему можно простить. Ему же 12 лет, если не учитывать последние 100 лет во льду. Катара идеально подошла на роль, играет очень круто, прям верю, очень нравится за ней наблюдать. Сока. Когда я увидел его на превьюшках, мне он не понравился. Однако позже как-то смирился с актером. Он вроде норм, но куда делся фирменный юморок, который так приятно разбавлял все повествование? Ну это прям мимо. Да. Зуко идеально подходит на роль. Как по внешности, так и по игре. Я ему действительно верю. Мне еще показалось, что этот сериал больше рассказывает не об Анге, а о Зуко. Либо он просто перетягивает одеяло своей убедительной игрой. Я иду, дядя. Дядя Айро. Не знаю, он хорош, добрячок, как и в мульте. Айро именно в паре с Зуко себя показывает очень круто. В одиночке не особо. Все, что мне нужно на этом корабле. Лорд Азай. Вот тут попадание 100%. Он так хорош в этой роли. Ему и веришь, и лицо подходит, и ты прям чувствуешь эту харизму и властный характер. Азай топ. Ведь мы же величайший народ в мире. Суки и Джун. Их хочу отметить просто за то, что они секси. Ну и, конечно, также за попадание в образы. Вы вторглись на священную землю. Джет тоже по такому же принципу. Парень-красавчик, который идеально подходит на роль. Отдельно хочу отметить генерала Джао. Он не просто попадание, он прям будто был рожден для этой роли. Он, конечно, по сюжету тот еще козел. Но как он хорошо справился со своей ролью. Его мимика, движения, взгляды просто вау. Когда я его увидел, сразу вспомнил этого актера. Но совсем забыл, где он играл. Ведь он уже неплохо так постарел с момента, когда я его видел. Пришлось прогуглить, и да, я видел его в фильме «Час пик» и третьих X-менах. Там очень так неплохо дрался. В общем, мое почтение. Будет грустно, если все изменится из-за какого-то чужака. Ну и, конечно, это троица. Я просто промолчу, какие они были в мульте и тут. Надеюсь, вы все понимаете сами. Шлялся 3 года по океану, пока я исполняла каждое желание нашего отца. Ой, чуть не забыл. Актер, который озвучил персонажа с капустой, появился в своей же роли и в сериале. Выглядит все каким-то середнячком. Вроде канон есть, но его так быстро прогнали за 8 эпизодов, что ты не успеваешь насладиться миром, атмосферой и теряется некоторое погружение в сериал с такими скоростями. А так смотреть можно, даже если знаешь вдоль и поперек оригинал, дабы вспомнить те прекрасные деньки за просмотром телевизора. Музыка здесь не из мульта, но она достойно переносит ощущения и в сериал, что каждое начало серии у меня бежали мурашки по коже. Если же ты никогда не смотрел, а только слышал, тогда смотреть можно. Но обязательно после этого сразу же включай мультсериал.